Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание великому церковному празднику Крещения Господня. Поговорим о том, в чем смысл этого праздника, что ни в коем случае нельзя делать 19 января в Крещение Господня, нужно ли окунаться в ледяную водичку и что делать, чтобы, не дай бог, не заболеть. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, Крещение Господня, известное как Богоявление, является одним из важных праздников православной христианской традиции. Как вы знаете, именно Крещение Господне отмечается каждый год 19 января и имеет свои особенности и символические значения. Название Богоявления появилось из-за явления Пресвятой Троицы во время обряда Крещения Господа. Крещение Господне является памятью о крещении Иисуса Христа в Иорданской реке Иоанном Крестителем. Это событие имеет глубокий духовный смысл, олицетворяя переход души к новой жизни, обновление и принятие божественных благословений. В этот день многие православные христиане принимают участие в особом обряде крещения, когда человек ныряет в холодную водичку, тем самым символизируя свою веру и желание очиститься от грехов, от негативных помыслов. Крещение Господне также считается и благодатным временем, когда каждый из нас может испросить благословения и соединиться с Богом через молитву и почитание. Этот праздник имеет глубокие корни в религиозной и культурной истории многих стран, где православие является доминирующей религией. В этот день, 19 января, проводятся специальные богослужения, а также крестные ходы к водоемам, где люди купаются в священной воде. Традиционно после купания верующие оставляют свои пожелания и надежды на берегу реки или озера. Также Крещение Господне является праздником семьи. В этот день многие семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать и поделиться радостью и благословением. Во многих странах в это время делают семейные обеды и другие традиционные ритуалы, которые укрепляют связи в семье и делают праздник. И вы знаете, Крещение Господня – это не только религиозный праздник, но и время для внутреннего обновления, сближения с Богом и с близкими людьми. Этот день наполнен радостью, надеждой и благоденствием, олицетворяя вечные истины веры и возрождения души. В честь Крещения Господнего проводятся различные обряды и церемонии, которые помогают верующим осознать и подчеркнуть важность этого дня и его значимость в жизни. У крещения есть 4 дня предпразднества и 8 дней по празднества. В это время, а также в сам праздник, в храмах проходит богослужение. Празднику предшествует крещенский сочельник. Его отмечают 18 января. Если он выпадает на будний день, необходимо соблюдать строгий пост. Так же, как и в рождественский сочельник, принято есть кутю. В древности в крещенский сочельник люди рисовали кресты над дверью, окнами и печной заслонкой, чтобы, не дай бог, в дом не проникла нечистая сила. Верующие в сочельник посещают утреннее и вечернее богослужение. В крещение нужно посетить литургию, после которой проходит освящение воды и омовение. Кстати, воду освящают чином великого водосвятия дважды – накануне праздника и в сам день Богоявления. Как гласит предание, 19 января освящается вся водная стихия.
Крещенская вода называется святой водой или, возможно, вы слышали, великой агиасмой. Освященную воду, набранную в храмах, верующие приносят домой и хранят весь год. Вода не портится и, по мнению верующих, обладает целебными свойствами. Для бытовых нужд ее использовать запрещается. Она нужна для лечения, для очищения от грехов. Ею можно окропить дом или дать тому, кого не допускают к причастию. Емкостью с освященной водой нельзя ставить на пол. Рекомендуется размещать их рядом с иконами. Выливать такую воду в раковину или в унитаз также нельзя. Если ее по какой-то причине необходимо вылить, лучше полить ею домашние растения в горшках. В древности утром в крещение было принято есть специальное печенье, которое называлось крестцы. Рецепты могли различаться в разных регионах, но изображение креста на выпечке было обязательно. Часто это были две полосочки теста, которые и образовывали крест. Есть еще одна традиция крещения, которую знают все и которую ценят даже многие атеисты. Это крещенские омовения. В ночь на 19 января можно окунуться в специальные проруби или в освященный водоем. Ну а если крещенских морозов не случилось и водоем не замерз, считается, что такое купание символизирует очищение от грехов. В переводе с греческого языка слово «крещение» означает погружение в воду. Согласно Евангелию от Матфея, это таинство совершал Иоанн Креститель, который призывал жителей Иудеи к покаянию. Он очищал их от скверны и смывал грехи человеческие. В числе иудеев, пришедших к священной Иордании, был Иисус Христос. Во время совершения таинства на Всевышнего спустился голубь, являвший Дух Божий. Вслед за этим Иоанн Креститель услышал голос, который прозвучал с небес. Бог Отец, обращаясь к Иоанну Предтеще, сказал фразу, которую знает каждый христианин сегодня. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Событие объясняет второе название праздника как Богоявление. Праздник Крещения Господня связан с водой, которая является и главным символом торжества. В день Богоявления ее освящают во всех православных храмах. Еще одной традицией является погружение людей в заранее приготовленные купели на водоемах. По традиции их называют Иордан. Обычай омовения в ледяной воде в этот день является такой довольно молодой народной традицией, а не исконной частью праздника. Обратите на это внимание. И уж точно одно лишь купание в проруби не может автоматически смыть с человека грехи. Другое дело, что вода действительно является неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни. Однако никто не заставляет всех заниматься моржеванием, ведь крещение – это не языческий обряд, а духовное событие, и значение имеет только внутреннее омовение от грехов. А для этого святая вода является лишь подспорьем. Главная же работа должна проходить в нашей душе. Богоявление завершает череду праздников, связанных с Рождеством Христовым. Подготовкой к событиям, как вы помните, стал строгий рождественский пост, который длился аж 40 дней. Это время православные христиане проводили в молитвах, очищая душу от темных мыслей и готовясь к светлым праздникам. Накануне Рождества Христова, как вы помните, начинаются у нас рождественские святки, которые продолжаются до самого крещения. В старину в это время полагалось петь и веселиться. Святочные гуляния несовместимы с грустью. Наши предки знали, чем громче и звонче звучат их голоса, тем лучше сложится весь следующий год. Вечера накануне Рождества Христова и Крещения Господня объединили семьи, которые собирались за праздничными столами. Но к трапезе из постных блюд полагалось приступить только после первой звезды.
В Рождество она отождествлялась с Вифлеемской звездой, возвестившей миру о рождении Спасителя, а вот в ночь на Богоявление о крещении. В старину после трапезы полагалось сложить все ложки в одну емкость и накрыть ее хлебом. Наши предки знали, без этого ритуала рассчитывать на хороший урожай точно не придется. Накануне крещения Господня девушки гадали на суженых. На следующий день делать это уже запрещалось. Одно из гаданий было связано с человеком, которого они видели за калиткой. Если там видели старика, это означало, что год окажется удачным во всех отношениях, но со свадьбой придется повременить. Но если за калиткой оказывался парень, то это говорило о том, что можно начинать готовиться к свадьбе. В ночь на Богоявление загадывали желания, обращая взор в небеса. Утром в крещение полагалось непременно побывать на праздничной службе в церкви. В молитвах, обращенных к Иисусу Христу, наши предки просили об урожае, о здоровье близких, о помощи детям. Не обходилось и без суеверий, доставшихся нашим предкам от их прадедов. Накануне крещения, как вы помните, полагалось рисовать кресты над окнами и дверями. Люди верили, что это защитит их жилище от нечистой силы. Также считается, что младенец, крещенный 19 января, в течение жизни будет находиться под особым божественным покровительством. Поэтому есть еще время подумать о том, чтобы крестить ребенка именно в этот день, 19 января. Также венчаться можно было и устраивать свадьбу. Пара, считается, что поженившаяся в этот день, 19 января, получит Божье благословение. Также в этот день стоило пойти в баню, а также в этот день наши предки считали, что нужно отпевать и поминать покойников. А вот запретов с праздником, связанных с праздником Богоявления, было много. Упоминания о них можно найти даже во многих произведениях писателей. Главные касались святой воды, емкость, которой нельзя было ставить на пол, чтобы после этого не заболеть. Поэтому в этот день, 19 января, в крещение Господне запрещалось заниматься гаданиями и обрядами. Запрет касался времени, следующего за крещением. Считается, что после этого можно забыть и о счастье, и о здоровье. Набирать нельзя было и много святой воды, а также разбавлять ее. Освященная вода, как говорили в старину, это мощное духовное богатство, которое надо беречь. Также в этот день ни в коем случае нельзя никому давать деньги в долг, даже если это какая-то небольшая сумма, иначе это приведет, к сожалению, только к нищете. Но, с другой стороны, в этот день нельзя было и отказывать в милостыне нуждающимся. Это грех. Такие люди могли сами ощутить нужду. Также в этот день нельзя было сплетничать, завидовать, желать кому-либо плохого. Все возвратится бумерангом. Также в крещении нельзя было плакать, потому что если 19 января лить слезы, то можно проплакать до следующего праздника. Поэтому этот день нужно провести без ссор и без слез. Также в этот день, 19 января, нельзя было выносить мусор. Все-таки праздник, который был направлен на очищение от грехов. Кроме того, в этот день нельзя никому дарить дорогие подарки и что-либо давать в дар. Это была достаточно плохая народная примета на крещение. Также наши предки считали, что нельзя 19 января в великий праздник крещения погружаться в воду без исповеди и причастия. Но помните и о том, что нельзя окунаться в прорубь до того, пока священник опустит туда распятие и прочитает специальную молитву. Конечно же, набирая воду или погружаясь в прорубь, нельзя ссориться, быть обиженным в этот момент или злым. Иначе от негативных мыслей вода потеряет свои целебные свойства. Следует это делать только с чистой душой и с добрыми помыслами.
Также нельзя набирать воду для освещения с плохими мыслями, так она может потерять свою силу. Ее также не стоит набирать в пластиковые емкости или в бутылки из-под алкоголя. Вы будете удивлены, но есть люди, которые хранят святую водичку именно в таких бутылках, ведь они, говорят, стеклянные. Не стоит употреблять алкоголь перед и после, как вы будете погружаться в воду. Не забудьте в этот день, великий праздник, говорить близким добрые слова, потому что именно на крещение они обладают особой силой. Лучше в этот день пожелайте своим родным и близким всего самого наилучшего, здоровья, благополучия, достатка, потому что это все обязательно и вам вернется, и им. Нельзя в этот день, 19 января, проводить генеральную уборку, так как можно навлечь на себя огромное количество невзгод. Запрещено в этот день стричь ногти и волосы. Считается, что можно свою судьбу состричь. Также не стоит и заниматься рукоделием. В этот день запрещается стирать любые вещи, чтобы не осквернять водичку. В этот день она приобретает особое значение для православного мира, который чтит ее первичную чистоту. Также перед крещением и в день богоявления ни в коем случае ничего не выносите из дома. Дело в том, что наши предки связывали это с удачей и со здоровьем семьи. Также категорически запрещалось ругаться. Любую искру в отношениях надо немедленно гасить, чтобы весь следующий год не провести в ссорах и в слезах. Вот такой, друзья, у нас с вами день крещения Господня. Мы всех поздравляем с этим великим праздником. Желаем всем здоровья, благополучия, достатка. Пусть ваши мысли только будут позитивные, а Бог вас охраняет и оберегает. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, а в комментариях давайте обязательно поздравим друг друга с крещением Господня. И пусть каждый пожелает всего самого-самого наилучшего, что он желает себе. Друзья, кто спрашивал касательно того, как вы можете помочь нашему каналу, поддержать нас финансово, то обращаем ваше внимание, что в описании к этому видео есть ссылка, по которой вы можете выразить свою благодарность. Любая сумма, девочки и мальчики, имеет для нас значение, и ваша благодарность станет новым источником вдохновения для нас. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.